В очередной раз ты смотришь на свою жизнь и понимаешь, что что-то идет не так. Тебе не нравится то, как ты выглядишь, как одеваешься и как говоришь. Ты испытываешь чувство собственной никчемности, и тебе страшно, что такое ощущение будет с тобой всегда. Но подожди секунду. Ты действительно веришь в это? Может быть, ты не знаешь, как правильно любить себя? Любовь к себе — это не про твою внешность. Это про то, чтобы принимать себя со всеми недостатками. Это выстраивание своих личных границ и умение сказать «нет». Это про самодостаточность и про готовность к изменениям себя в лучшую сторону. С детства нас воспитывают так, что любовь к себе — это эгоизм. Мы стараемся быть хорошими для всех окружающих, ведь только так можно существовать в нашем мире. Но очень часто из виду упускается одна незначительная деталь. Мы делаем все это в ущерб себе. Мы думаем, что полюбить себя мы сможем только тогда, когда этому поспособствует какой-то фактор. Когда нам сделают комплимент или когда нас поблагодарят за что-то. Но по-настоящему любить себя — это иметь чувство собственного достоинства вне оценок окружающих, а в собственных критериях успешности. Чем любовь к себе отличается от эгоизма? Лучше всего это описывает цитата Оскара Уайльда. «Жить так, как вы хотите, это не эгоизм. Эгоизм — это когда другие должны думать и жить так, как вы хотите». Любовь к себе не связана с эгоизмом или чувством жалости к себе. Любовь к себе — это собственное принятие и здоровый критический взгляд на самого себя. Самый главный враг любви к себе — сравнение. Всегда найдется кто-то красивее, умнее, успешнее и продуктивнее. Поэтому не стоит гнаться за теми, кого никогда не сможешь догнать. Лучше сконцентрироваться на развитии своей личности. Это будет гораздо эффективнее. Но как же все-таки полюбить себя? Любовь к себе начинается с малого. Необходимо выписать все свои позитивные и отрицательные стороны, понять, чем любишь заниматься и какую музыку любишь слушать. Все эти небольшие, но важные действия позволят тебе лучше познакомиться с собой. А когда ты будешь знать себя, тебе будет проще начать собственное принятие. Моя любовь к себе началась тогда, когда я проанализировала все, что у меня есть. Люди, которые стали моими друзьями, достижения, которые у меня когда-либо были, хобби, которые наполняют меня изнутри. Обдумав все это, я осознала, что я не безнадежна, как казалось мне раньше, и моя любовь к себе начала расти. Очень важно давать себе время. Для этого прекрасно подойдет день любви к себе. Это может быть один раз в неделю или месяц, но самое главное, чтобы этот день был посвящен только тебе. Сделай все, что когда-либо хотел. Прочти книгу, которую так давно откладывал, или проведи весь день за просмотром любимых фильмов. Такие дни будут перезаряжать тебя, и ты будешь с нетерпением ждать времени наедине с собой. Еще одним шагом на пути к любви к себе является избавление от токсичности в твоей жизни. Каждый день будет находиться хотя бы один фактор, который будет тебя раздражать. Но если твое настроение портится от вещей, которые происходят с тобой на постоянной основе и не приносят никакой пользы, то настало время убрать это из своей повестки дня. Проведи ревизию всего плохого, что тебя окружает. Это может быть человек, который тебя унижает, или работа, которая истощает. Убери все, что можешь, и ты уже заметишь существенные изменения. Ставь себя на первое место. Постоянно угождая другим, ты будешь испытывать чувство неудовлетворенности и усталости. Но твоей таблеткой в данной ситуации станет одно единственное слово — «нет». «Нет» ненужным просьбам и «да» самому себе. Это не означает, что ты должен отказывать в помощи даже близким тебе людям. Это означает, что ты должен трезво оценивать свои возможности и ресурсы, затраченные на выполнение той или иной задачи, и не делать то, что будет только забирать твою энергию. Повсюду огромное количество правил, как нужно жить и что делать. Но часто мы забываем, что значит быть собой. Научись относиться к себе снисходительнее и не винить себя за каждую ошибку. Перестань ругать себя за любую мелочь или запрещать делать то, что хочется. Меняй свой стиль. Находи новых друзей, пускайся в приключения. Живи, а не запрещай себе жить. Знай, что любовь к себе подобна самому красивому цветку. И чтобы он оставался таким, за ним нужно ухаживать. Стань этим цветком для самого себя, и ты заметишь,
как все изменится к лучшему.